Амаран 200 биколорный за полцены. Такое вообще возможно? Да, возможно. Это Shui Photo 230B. Также поговорим сегодня про его RGB-шную версию на 160 Вт. Отлично недорогой свет. Это будет полгода использования. То есть все те трудности и проблемы, с которыми я столкнулся за полгода. Свет на самом деле отличный. У него есть один такой существенный нюанс, о котором вы должны знать. Но обо всем по порядку. Меня зовут Станислав Иваницкий. Давайте уже скорее начинать. И напоминаю про обучающие курсы по фотографии на смартфон, фотоаппарат. Под этим видео хочешь прокачаться, тогда обязательно знакомься. Больше 15 тысяч человек оценили и пользуются с удовольствием теми полезными знаниями, которые они подчеркнули при обучении у меня. Курсы все очень подробные, с обратной связью лично от меня. Итак, полгода использования. Это будет не один из тех обзоров, где обзорщику прислали, он что-то там потыкал, показал функции, сказал прикольно и продал. Вот. Я чисто вот конкретно для работы его использовал, их на протяжении полугода. То есть всплыли некоторые особенности. Про эти особенности в этом видео я вам сегодня расскажу. То есть как они себя повели. А как ни странно, повели они себя очень даже хорошо, очень даже прилично, поэтому я смело их могу рекомендовать. Вот. Есть один нюанс, дальше про него чуть-чуть расскажу. Значит, сейчас в данной ситуации почему-то на Озон на них цены высокие, поэтому если будете покупать, покупайте на Алиэкспресс. Это не реклама, не будет никаких ссылок. То есть я думаю, что по названию сами найдете, там, где дешевле, там и возьмете. Вот. Значит, по минусам, которые у этих источников есть. Значит, во-первых, в коробке не идет рефлектор. Как бы зажарили рефлектор, ничего страшного, но, конечно, хотелось бы. Да, стоит он где-то 350 рублей, 400 на том же Озоне, но, тем не менее, вот особенность такая есть. Также, как большинство абсолютно подобных приборов, конечно, ну, сложно сказать это минусом, жгутик, который зажимает непосредственно блок питания, очень удобно, когда этот блок питания приклеиваешь непосредственно к стойке, чтобы он не болтался под ногами, потому что я ненавижу эти блоки питания. Я люблю, когда в источник света он уже встроен. Но здесь вот он отдельный, этот блок питания. И жгут всегда маленький. То есть его хватает только для того, чтобы затянуть непосредственно на провод на самом блоке. А вот чтобы прикрепить большой блок к стойке, этого не хватает. В общем, хотелось бы жгут побольше. Вот. Также при настройке самого света, что мне не понравилось, нету настроечки зеленее розовее. То есть у Амарана его тоже нету, как бы, но, в общем, эта настройка, она хотелось бы, и, в принципе, ее не хватает. Вот. Что понравилось, еще прикольно, что деталь крепления зонта, там такая есть резиночка, чтобы не вылетел зонт. Не только зажим обычный, да, то есть вот где зажимаешь, а еще и резиновый такой, что такая вот прокладочка. В общем, детали, это важно. Непосредственно сам светодиод защищен стеклом, то есть все нормально с ним. Пластик там вокруг такой крепкий. Вот, я его использовал примерно, бывало так, что и по 4 часа на максимальной яркости. Собственно говоря, с ним все нормально, проблем никаких нету. В отличие от первых Амаран, не те, которые S с новыми светодиодами, а старые. Вот у них весь пластик вокруг сильно плавился, и таких прям примеров очень много. В общем, те, кто покупал первые вот эти версии, да, первые партии, там у всех все попереплавилось. То есть, если как бы не открывать задний кожух, а он закрытый нормально стоит, то есть он расплавился. С этим все нормально, как бы ни разу никаких проблем не вылезло. Все как бы супер, вообще отлично. Вот. Само крепление байонета, оно пластик. Вот. Это как бы минус. Он такой, знаете, он не толстый. То есть тоненький, на него так сбоку смотришь, думаешь, блин, сейчас оторвется. Вставишь что-нибудь тяжелое и выломается. Да, вот эти вот сами крепления. Вот. Да, байонет у Мамарана тоже пластиковый. Многие думают, что это металл, но нет, там тоже пластик. Но там он вообще такой более толстый, то есть пластика там больше. И в целом, да, то если мы говорим про пластик, то в амаранах этого пластика, он сам по себе более крепкий, и его там больше, вот. Но тем не менее, все абсолютно насадки, которые я одевал в свои фото, что в 230-ку, что 160-ку, все нормально держалось. И даже непосредственно большие октобоксы 180 сантиметров, все нормально держится, проблем нету. Кстати, фиксатор положения головы очень хороший, он примерно такой же, как у Амаран, то есть любую тяжелую насадку, то есть какие-нибудь огромные стрип-боксы, вот эти вот здоровые, 180 на 30, либо октобокс 180 сантиметров, все отлично держится, как бы большой вес отлично держит, это большой плюс на самом деле. А вот нюанс, про который я говорил, это
хлипкий пластик. Да хрен бы с ним, с пластиком, да, вот, но нажимаешь на корпус, он прям продавливается со всех сторон. Как бы это не столь важно, но продавливается, вот, легко царапается, кстати, вот, черная версия, да, потому что 160 в черном версии идет, он у меня весь, как бы, там, исцарапался уже, но это, как бы, не влияет на свет никак. А вот то, что стеночки тонкие, со всех сторон, минус только в том, что нижняя стенка, куда крепится непосредственно само держание этого моноблока, то есть куда вот вниз вставлен, оно прям вот так вот ходит. И зачастую, когда одеваешь какой-нибудь большой источник света, прям видно, что он чуть-чуть вот так вот ходит на этом пластике. И такое чувство, что как бы долго не продержится. Поэтому тем, у кого фотостудия, то есть если вы хотите такие недорогие источники света для фотостудии, я бы все-таки не рекомендовал. Для личного пользования пойдет. То есть, еще раз, все те здоровые, тяжелые насадки, что я одевал, они прекрасно держатся, вообще проблем нет. Но пальцем нажимаешь, оно продавливается. Вот, короче, шатается. И как бы понятно, что может сломаться, но не ломается, да, то есть выдерживает. Поэтому как бы вот есть такой нюанс, имейте в виду. Вот, непосредственно, если амаран берешь, нажимаешь где-то со всех сторон, там видно, что пластик прям крепкий какой-то, армированный, то есть его хрен сломаешь. Вот здесь как бы не так. Вот, у 160-ки в комплекте идет сумка. Она как бы не очень удобная, и мне такие вот сумки не нравятся именно из-за этих пенопластовых боковин, которые нужно постоянно одевать. Но в целом сумка есть, и это замечательно. У 230-ки у него как бы, соответственно, нет никакой сумки, просто приходит. То есть без сумки, без рефлекторов, оба источника. А только 160 с сумкой приходит. Ну, в общем, короче, нормально. То есть за ту цену, что за них просят, это как бы нормально. Вес моноблоков. И вот здесь вот тонкие стенки, они здесь вот как бы, наверное, имеют плюс, потому что сам моноблок, оба моноблока весят килограмм 150 грамм, ну, где-то 148-160 грамм. То есть вот 1,1 условно килограмма. И это большой плюс, так как непосредственно сам блок питания весит 700 грамм, и вместе это где-то ну, килограмм 800, килограмм 900, то есть меньше 2 килограмм. Амаран весит сам по себе без блока питания 1,5 килограмма, то есть где-то на полкилограмма тяжелее. Ну, то есть как бы на пластике там не экономили. Ну и, соответственно, если у тебя два таких источника, то, ну, если ты берешь Суефото, то два источника у тебя вместе с блоками весят у тебя примерно 4 килограмма, ну а если берешь амаран, то у тебя уже как бы получается 5 килограмм. Как бы казалось бы, подумаешь килограмм, но вообще имеет значение, потому что если таскаешь много этих блоков, то каждый килограмм у тебя на счету. По яркости, если сравнить, в целом все хорошо, то есть то, что у Sui Photo 230 Вт, а у Marana 200 Вт, как бы разницы я не заметил. То есть включаешь, экспозиция абсолютно одинаковая, поэтому все-таки 230 Вт Sui Photo это ближе к 200 Ваттам. А разница с Амараном есть на минимальной яркости, то есть если выкрутить на 1%, Амаран прям еле-еле светит. И это большой плюс, если нужно прям такой полумрак поддерживать. Sui Photo на минимальной яркости сильно-сильно ярче, чем Амаран, то есть имейте в виду, то есть сильно-сильно темно не получится. Если говорим про цветовую температуру, плюс-минус одинаково, то есть Амаран тоже как бы не сказал, чтобы идеальный, вот новый, который S, которая версия, у него чуть-чуть капельку в зелену, ну еле заметно, да, а у Сюифото чуть-чуть в розоватость уходит. Ну то есть прям настолько минимально, что считаю, что белый-белый, то есть 5600 ставишь, и он там прям нормально белый получается, вот. У 160 имейте в виду, то есть как у любого RGB моноблока, то, что там написано 160 Вт, это 160 Вт, когда он светит биколором, то есть желто-белыми светодиодами. Вот. Если мы включаем цветные RGB, соответственно, мощность падает очень сильно. То есть понятно, что там будет уже не 160 Вт, примерно где-то в 3 раза падает мощность. Вот. И надо понимать, что там, допустим, синий будет темнее, красный светлее, то есть тоже это дело на самом деле учитывайте. Что касается шума, он тихий, то есть очень тихий, а абсолютно так же шумит, как и Амаран, то есть не шумит. То есть даже если на максимальной мощности долго работает, никаких проблем нету. Что у 160 нет никаких проблем с этим, его не слышно, что у 230 абсолютно никаких проблем. Это тихие моноблоки, которые абсолютно идеально подходят для того, чтобы записывать всякие интервью. Проблем здесь вообще никаких нет. И небольшая ремарочка.
Вот все, что вы сейчас видите, это все снято другими источниками света, потому что я вот пришел в такую небольшой свой кабинет, вот, и принес с собой оборудование. И, конечно же, вот эти большие источники мне неудобно с собой таскать. То есть я их беру только тогда, когда мне нужно прям яркий какой-то свет, то есть какие-то видео определенные снимать, коммерцию. Если мне не нужно такой мощный яркий свет, я использую другие источники света. Например, здесь сейчас используется у меня вот основной рисующий свет, вставлено в ту лампу источник свет кубик. Здесь сбоку вот это оранжевый, это тоже там источник света вставлен. И вот здесь еще один стоит, который светит мне вот сюда, добавляет мне свет. То есть вот этот свет не от того источника, а от отдельного источника света идет. То есть здесь используется у меня 4 источника света, и если их все собрать и сложить, они в 2,5 раза легче и в 2 раза меньше, чем два источника вот этих больших Сюфоты или Амаран. Поэтому, если вам интересно, какими источниками лично пользуюсь я, чтобы было максимально компактно, я, наверное, сделал отдельное видео, поэтому, если интересно, напишите обязательно внизу в комментариях, чем ты пользуешься. Итого, подведем итог. За полгода не возникло никаких проблем. То есть Света себя отлично показал, зарекомендовал, решал все мои вообще нужды и вопросы. 200 ватт отличная мощность, то есть вообще супер, да. Да, то, что пластик, конечно, хлипковатый, но за полгода вообще ничего не сломалось нигде. А одевал я на него очень тяжелые всякие софтбоксы, и много-много-много раз. И проблем никаких не возникало. Поэтому крайне рекомендую. Стоит он гораздо дешевле той цены, что могли бы за него взять, потому что работает он просто прекрасно. В общем, поищите, где дешевле, там и берите, если вам нужен хороший источник света. И если тебе интересен формат такого долгого использования оборудования, не просто вот там прислали, поигрался и рассказал, а вот именно прям попользоваться полгода, если интересно, обязательно напиши в комментарии, хочу больше таких обзоров. Вообще, в целом, если было интересно и полезно, обязательно поставь лайк, для меня это очень важно. Сейчас алгоритмы YouTube просто адово работают, и все абсолютно видосы проваливаются по просмотрам, поэтому прям все меньше и меньше желания вообще чего-то снимать на YouTube. Поэтому обязательно поставь лайк, колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Ну и до встречи в следующих видео.